Нас просили рассказать, что сейчас делает нестареющий Хухай и как он ухаживает за телом, благодаря чему здоров и выглядит моложе. Хухай – инженер на пенсии из района Сунцзян, Шанхая, но он более известен как самый современный дедушка Шанхая. Завоевал он этот титул на конкурсе современных бабушек и дедушек в Шанхае в 2016 году. С тех пор он стал популярен в интернете и много раз появлялся в разных шоу, видео и на обложках именитых журналов. В недавнем интервью Хухай рассказал, что придает большое значение здоровому питанию, регулярному труду и отдыху. Он придерживается строгого режима, ложится спать не позднее 22:00, а встает каждый день в 5 утра. Он избегает жирной, острой, сладкой и другой пищи, не способствующей пищеварению и обмену веществ. У Хухая есть поговорка: чтобы быть здоровым и жить долго, нужно держать рот на замке и чаще двигать ногами. Под выражением «рот на замке» он имеет в виду есть небольшими порциями, а двигать ногами значит больше двигаться. Ему нравится есть легкую, питательную, сбалансированную пищу, богатую белком и витаминами. Он также регулярно пьет чай или воду, чтобы поддерживать в организме водный баланс. В его ежедневном рационе обильный завтрак. Я обязательно ем цельнозерновой хлеб с кунжутом и грецкими орехами. Я ем его круглый год. В завтраке также присутствует вымоченный в яблочном уксусе изюм. Также я ем овсянку с черной фасолью, фруктами и соевым молоком. Еще несколько витаминных капсул и обязательно коллаген, который принимаю за час до приема пищи. Хухай сказал, что гены и физические упражнения у всех разные, и вы не можете полностью копировать рецепты других людей. Вы должны идти своим путем. Он ест много на завтрак, но очень мало на обед. Обычно только яблоки и яйца, а затем пьет домашние напитки. В качестве перекуса он употребляет полезные для кожи и волос смузи и смеси. Это бобовый смузи, напиток с миндальным молоком, бананом и спирулиной, также смесь из измельченных орехов и кунжута. На ужин он ест домашний йогурт, бананы, арахис и домашние овощи. Хухай предлагает людям иметь дома тестер жировых отложений. «Я проверяю себя каждый вечер после принятия душа», – говорит Ху. Чтобы в возрасте 70 лет жить как 20-летний, Хухай с улыбкой сказал, что есть секреты обратного роста, один из которых – быть гиперактивным. И это следующее правило – активность. Хухай с детства любил спорт, особенно бег и плавание. Он считает, что физические упражнения могут улучшить физическую форму, улучшить кровообращение и замедлить старение. Ху пробегает около 5 километров каждый день и плавает минимум 2 раза в неделю. Кроме того, чтобы поддерживать гибкость и баланс тела, он выполняет несколько простых упражнений на растяжку из йоги. Кстати, последние 30 лет он ничем не болеет и, в частности, избавился от проблем с суставами, которые у него появились в 40 лет из-за сидячей работы. Когда Ху начал ежедневно практиковать растяжку и висеть вниз головой, проблемы с суставами исчезли и больше ни разу не возвращались. Следующее правило модного дедушки – правильное мышление. Посмотрев на Хухая, несложно заметить, что он позитивен, полный энтузиазма и любопытства к жизни. Ему нравится узнавать новое и заводить новых друзей. Особенно он любит общаться с молодежью. Ху сказал: «На самом деле неудивительно, что у меня нет особых проблем с душой. Рождение, молодость, старость, болезни и смерть – все это часть человеческой жизни. Но люди могут затормозить этот процесс посредством хорошего образа жизни и мышления». Пока мы упорно поддерживаем хорошее здоровье, занимаемся спортом и сохраняем позитивный настрой, мы можем сделать себя моложе и счастливее. Разумеется, это требует от нас достаточной настойчивости и уверенности, а также того, чтобы не сдаваться и не разочаровываться. Это возможно, и я этому пример, говорит Ху. Еще, по его мнению, нужно отказаться от стереотипов, навязанных обществом в отношении внешнего вида. Он выглядит настолько модно, что люди не могут угадать его возраст. Фактически ему исполнилось 74 года, но осанка и походка у него как у молодого человека. Благодаря этому Хухая до сих пор приглашают на фотосессии и показ модной одежды. Избежать старческой походки и проблем с суставами ему помогают специальные упражнения и танцы. Упражнения, которые Ху выполняет каждый день, это висеть вверх ногами и растяжка из йоги.
Он сказал, что это может убрать часть морщин, уменьшить выпадение волос, а также предотвратить гастроптоз и обвисание груди. На вопрос, как выглядит его обычный день, Ху ответил: «После выхода на пенсию я обычно просыпаюсь после 5 часов и сначала делаю оздоровительные упражнения в постели. Делаю ножницы, камни и ткани, массирую живот и двигаю плечами. Встав после 6 часов, я пью воду, принимаю коллаген и занимаюсь тренировкой мышц, приседаниями, отжиманиями, прыгаю со скакалкой. После завтрака занимаюсь йогой, растягиваюсь, балансирую и медитирую. После йоги я занимаюсь танцем живота. Затем до обеда я уделяю время для повседневных дел. Еще у меня есть привычка ненадолго вздремнуть в середине дня. Это не длится слишком долго, но я должен заснуть. Проснувшись, я записываю национальные песни в караоке, затем снова занимаюсь разными делами по дому и на улице. Кстати, Ху женат, у них есть дочь и внуки». На вопрос, зачем в таком возрасте так много действий, Хухай ответил, что его желание – воодушевить своих сверстников и сделать все возможное, чтобы реализовать все возможности в жизни. Поэтому я говорю себе каждый день, когда открываю глаза, что мне еще многое предстоит сделать. Перед выходом на пенсию Хухай хотел жить полноценной жизнью и реализовать свои юношеские мечты одну за другой. Поэтому первое, что он сделал после выхода на пенсию, это построил собственный благоустроенный дом, который назвал семейным домом. Первоначально он и его жена хотели нанять профессионального дизайнера для его проектирования, но после обращения к нескольким дизайнерам обнаружили, что их идеи недоступны. Поэтому после тщательного обдумывания Хухай решил спроектировать дом сам. Его мысли можно увидеть во многих деталях дома, но самой большой изюминкой является использование большого количества современных технологий, включая центральное кондиционирование воздуха с помощью геотермальных тепловых насосов, фотоэлектрические системы производства электроэнергии и системы горячего водоснабжения с использованием энергии воздуха и так далее. Благодаря этим технологиям они платят за отопление, воду и электричество в 10 раз меньше, чем другие люди, имеющие дома подобного размера. Построив свою зону комфорта, Хухай начал реализовывать артистическую мечту, которую он не смог реализовать в юности. Он нашел для руководства профессионального преподавателя вокала, а через год выиграл главный приз на конкурсе вокалистов в Шанхае. С тех пор Хухай поет везде, где есть возможность, а дома ежедневно поет с караоке. Это хобби не только для души, но приносит пользу для здоровья. Пение задействует диафрагму и обеспечивает лимфоток, насыщает кислородом, выделяет гормоны счастья и подавляет гормоны стресса. Есть много людей, которые всегда спрашивают меня при первой встрече: «Сколько тебе лет в этом году?» Я отвечаю: «Для меня возраст – это просто число». На мой взгляд, у каждого есть 3 возраста – биологический возраст, физический возраст и психологический возраст. Хотя мой фактический биологический возраст составляет 74 года, мой физический возраст, измеряемый специальным оборудованием, составляет всего 48 лет. И я считаю, что мой ментальный возраст всего лишь 20 или 30 лет. На вопрос о здоровье Хухай ответил: «Некоторые люди видят, что я сейчас выгляжу молодо и думают, что я родился с хорошими генами. На самом деле это не так. В детстве у меня была церебральная анемия, и я часто терял сознание. Когда я пошел на работу, из-за долгого сидения в офисе изо дня в день, после 40 лет у меня развился шейный спондилез. Слава Богу, сегодня я здоров, но это произошло не по причине генетики. Мой успех был достигнут за счет многолетнего упорства и накопления. Самосовершенствование и уверенность в своих силах ведут к прекрасной жизни, а самоконтроль и самомотивация ведут к более прибыльной жизни. Я надеюсь, что в будущем у меня появится лучшая платформа и возможность показать миру лицо и стиль пожилых людей. Это мои золотые годы, и моя жизнь будет продолжать кипеть. Будьте здоровы, счастливы и оставайтесь молодыми навсегда». А что вы думаете о 74-летнем Хухае? Не стесняйтесь оставить комментарии.